Так, в общем, принято решение доставать всю поршневую. Поршневую я всю достал вот в таком состоянии. Шатунные вкладыши. То есть шибко криминала-то никакого нет. То есть еще бы походило все это дело. Добить до красноты еще не стерла. То есть вкладыши бы еще походили, если бы вот не извечная вольвовская проблема. Вот, поршня тоже вроде все в хорошем состоянии. Тут такого, чтобы прям явно было, ярко выражено, ничего нет. Так, ну и сейчас покажу вам, как выглядит, значит, у нас гильзы. Так, ну и вот так вот выглядят у нас гильзы, как видим. Наша любимая кавитация присутствует на всех гильзах. Где-то она явно выражена прям хорошо, вот как здесь поры такие серьезные. Где-то не шибко очень. В общем, владелец подумал, решил, давайте будем доставать все. Проблемы в дальнейшем ему не нужны, связанные с этой штукой. Он сказал, давайте будем менять уж все, чтобы проблем потом с этим не было. Раз уж сюда залезли, делать нечего, будем чинить все. Вот я считаю, что владелец принял правильное решение, что решил менять все. Ждать тут особого нечего, все равно это все рано или поздно вылезет. Тем более впереди лето. Как только пойдут первая жара, все это дело начнет сразу всплывать, и так как все это начнет греться в 2 раза больше, чем сейчас греется, и я думаю, что весной бы это все дело вылезло. Все равно гильзы бы прогнили насквозь. Вот, и пришлось бы еще вскрывать раз мотор. Так что пусть это будет дорого, пусть ему это не совсем хотелось, но сам факт налицо, что лучше сделать сейчас, чем потом. Так, в общем, начали поступать нам запчасти тихонечко. Прокладка. Это у нас получается клапанные крышки. Прокладка, почему-то головки цилиндра написано. Да, у нас поддон фирмы Эрин, прокладка под головки Лема, кольца поршневые Мале. Тракер привезли новый оригинал. Made in Sweden. Гильза у нас будет ставиться, значит, как обычно, Мале. Так, ну и тут куча, значит, различных всяких резиночек, прокладосин. Все разных фирм, видимо, что было в наличии, то и бралось. Всяких куча резиночек. Все, можно начинать тихонечко сборку. Так, в общем, подготовил блок уже я к установке гильз. Как видим, уже одел даже все резиночки новенькие. Канавки все почищены. Сам блок почищен. Все, еще раз контроль не продуваем и
будем устанавливать гильзы. Так, в общем, магия монтажа, и все гильзы стоят на месте. Новенькие, красивенькие, блестяшенькие. Так, в общем, головка была отмыта. Также в головке были поменены все стаканчики. Владелец попросил, сказал, давайте стаканчики сразу поменяем, форсунки разремонтируем, стаканчики поставим сюда тоже новые. Пусть все будет по красоте. Ну, в принципе, все, у нас головка готова к установке на двигатель. По ней вопросов нет, клапана тут все хорошо, все целое. Все ремонтировалось 15 тысяч назад. Так что думаю, с ней по ней не должно быть вопросов. Так, ну и вкладыши мы будем ставить тоже все фирмы Малей, шатунные и коренные. То есть владелец решил раскошелиться по полной и заменить снова все. Так что получается сплошная прям капиталка. Вот у нас коренные наши вкладыши. Как видим, они с овальным отверстием. Все хорошо, значит, они нам подходят. Так, ну по просьбам, значит, подписчиков показываю еще раз, как я достаю вкладыши коренные. Вот, много кто интересуется. То есть, как видим, вот на валу у нас есть отверстие, в него я вставляю вот такая вот клепочка у меня обыкновенная из-под колодок. Вот у него я вот так вот вставляю клепочку. Ну, соответственно, у меня вот такая вот есть приблуда. Я начинаю проворачивать вал, и клепка тянет за собой, соответственно, вкладыш. Вкладыш поехал, и вот таким вот маневром жду, пока вкладыш у меня весь не вылезет. Ну, то есть много времени это не занимает, удобно, можно смело делать одному. Вкладыш у нас выпал. Ну, как видим, вот у нас наша клепочка вернулась к нам обратно. Все. Вкладыш мы достали. Вот я уже показывал, как достаю, но люди, видимо, не все внимательно смотрят или просто не видели тот ролик. Вот попросили заснять еще раз, как я меняю коренные вкладыши. Заменены вкладыши коренные. Вот такое у них состояние. Пробежали они 350 тысяч на масле Mobil 1. По-моему, Delvac, если быть точным. Потом, когда масло будем заливать, я вам покажу. Потому что владелец заливает только его, только Mobil и только в канистрах. Не знаю, с чем это связано, в общем, но вот так вот выглядит вкладыши, пробежавший 350 на масле Mobil 1. 1040. То есть шибкуши тут глобального ничего такого нет, но по идее еще бы походило. Так, чтобы прям совсем уже критично было, такого прям нет. То есть нормальный естественный износ. После сборки шатунов обязательно форсунки омывания поршней ставим на резьбовой фиксатор. Вот я всегда так делаю. Лучше подстраховаться и
все это дело закрепить на резьбовой клей, иначе может быть фиаско. И форсунки я рекомендую всегда снимать. Вот это немножко занимает времени совсем, но шанс, что их при установке поршневой не повредить, очень мал. Так что лучше всегда это все дело снять. Тут недолго. Все более-менее удобно подлезть. Вот. Это лучше, чем потом ее где-нибудь оторвет и произойдет непоправимое, можно сказать, практически. Так что не ленитесь, снимайте. Вещь такая, она очень хрупкая. Так что с этим шутки плохи. Так, поршневая, значит, установлена. Еще раз проверяем себя по наличию стрелочек. Что стрелочки все смотрят у нас вперед. Вот. Вот. И вот, все. Поршневая, значит, у нас стоит правильно. Все стрелочки смотрят на радиатор. Все. Можем продолжать сборку дальше. Так, ну, в общем, вот привезен у нас вал с ремонта. Были восстановлены две шейки. То есть одна шейка полностью наваривалась, вторую просто шлифовали. Вот написано вот одно восстановление одного кулачка. Вот и одна шлифовка. То есть там подправили, итого вышло все в 25 тысяч рублей. Это шлифовка, полировка и восстановление одного кулачка. Также были забраты форсунки. Вот они все лежат после ремонта. Я их уже маленечко все растеребил, так, чтобы посмотреть. В общем, форсуночка у нас готова. Как видим, все распылители, все стоит новое. Вот стоят новые резиночки. В общем, все хорошо. Все форсуночки у нас подписаны. 3-я, 5-я, 6-я, все как положено. Все можно устанавливать. Сколько за ремонт форсунок взяли, пока еще я не спрашивал. Но обязательно спросим. Так, ну, в общем, идет процесс сборки. Установила новые форсунки. Вот ремонт их обошелся в 210 тысяч. То есть 35 рублей одна форсунка. Вот, ну, заменяют полностью распылители, корпуса. И, в общем, полностью даже прислали коды, чтобы это все дело можно было прописать. Вот это у нас форсунки Delphi. То есть они стоят подороже, их ремонт. Вот, а лукасовские, это которые старого образца, под 2 контакта, те стоят 25 тысяч за форсунку. Вот эти 35, да, 25. Лукас в ремонте обходится гораздо дешевле. Зараза, вот это мешается. Да, вот это вот удовольствие 210 тысяч. В общем, вот на валу вот такая упаковка идет. Это все замотано стречем, плюс обвернуто в бумагу, и бумага вся пропитана маслом. То есть в Челнах побеспокоились о транспортировке, и что все это ничего не заржавело тут, и вопросов ни у кого не возникало. Так, ну вот так вот выглядит полностью вал. Полностью отполированы, шейка восстановлена. Все красиво, все по красоте. Вот, вопросов нет. Так, ну, в общем, двигатель собран. Сейчас заливаем новый антифриз. Антифриз у нас будет X-Freeze Red 12. Там также
Была Блин, куплена опять перелив. новая крышечка с клапаном. Ну и в принципе все. Сейчас будем пробовать запускаться. Что-то не идет. Ну сейчас уйдет, что, подожди. Такие пузыри. Последняя ведь пятерка уже. Ну, в принципе, все. Будем сейчас пробовать крутить, запускать. Нафиг пускаем. Так, ну что, будем пробовать запускаться. Что, винта? Ну давай, крути, что, будем пробовать, смотри. С новыми форсунками как заводится хорошо. У нас там насос менял. Как бы на сальник там не садился ничего. Ну что, давай пробуем второй раз. Заодно масло подымется хоть. Там сразу давление, посмотри. Так, давление на холодную, значит, у нас семерочка, то есть давит нормально. Насос работает, значит. Так, ну качается давление тихонечко. Ну, будем сейчас нагревать и делать различные тесты. Так, в общем, автомобиль у нас, видим, прогрелся. Ну, давление вот такое показывает. Пока держит пятерку. Пошел процесс у нас, значит, прописывания форсунок. В сервисе нам дали вот такую бумажечку. Вот он, сам код у нас непосредственно новый. Вот. Сейчас будем прописывать все форсуночки. К3Б7, Проверяем. ЕПЦ, ЕПЦ, ЛК. ЛК, да, все окей. Ёпоть. Так, прописалось, прописалось. Да. Цифра 2. Че она, бля? Вот тут что ли активно так? Мгм. Погнали. Вторая. У нас код второй непосредственно форсуночки. Когда нам их сделали? 10.02.22. Свежи. Свежак, да. Прям новье. Я у тебя в диване 2 пачки сигарет нашел. Да? Молодец. Валера, у нас есть на все 6 форсунок сигареты. Да-да-да. Подожди, что пошло не так? 46 КТ. КТ. Почему? Какого КТ? Где ты видишь КТ? КW. Так я прописывал W. Почему Т стало? КW, ФТ. 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 Все, Все вообще замечательно прописалось. почему я съебал? Так, ну и вот так, в общем. Все 6 штучек нам надо сейчас это все дело сюда забить. Так,
Делаем сейчас тест балансировки цилиндров. Сейчас догоним температуру до 70. Попробуем сделать тест. Пока еще температура 59. Лёгко, не настоящий. Подходит все к завершению. Картинку сами видите. То есть график неба и земля, который был здесь до этого и какой стоит сейчас. Совершенно другая картина. Вообще прям идеально все. Ключи. Так, ну еще один тест. Сейчас стартером подкрутишь. Посмотрим компрессию в цилиндрах. Ты крути, пока не скажем все. Да, давай, погнали. Все. Все. Ебал, дремал. Красненького больше нет. Выше даже графика чуть не будет. Второй-то? Второй сотка ровно, блядь. Ну просто дальше уже цифр нет. I'll be back. Я вернусь.